Здравствуйте, меня зовут Александра Зверева, я нахожусь в Вильнюсе вместе с Максимом Хорошиным, вы наверняка про него знаете, и наверняка слышали о том, что произошло с Максом. 9 декабря Генеральная прокуратура Литвы завела первое уголовное дело по факту пыток в Беларуси. Этим делом как раз стало дело Максима. Дело заведено в рамках универсальной юрисдикции. Это значит, что преступники понесут наказание. Они будут внесены в списки Интерпол, в скором времени они не смогут покинуть Беларусь, а в будущем, мы надеемся, они понесут наказание именно на территории Беларуси. Макс, расскажи, пожалуйста, с чем ты связываешь то, что с тобой случилось, какую активность ты вел во время протестов, то есть как ты считаешь, почему с тобой произошла вся эта ситуация? Я думаю, что я был слишком активен, потому что я принимал активное участие во всех мирных маршах, раздавал на женских акциях цветы и на женских маршах. Поэтому я был просто очень примечателен. Я всегда, каждый день, вне зависимости от этого правового дефолта, который происходил, я все равно ездил с большущим флагом. Я живу в центре города, там возле администрации президента, поэтому я просто был заметен всем и был у них как такое бельмо или красная, красная тряпка о том, именно об этом они мне и сказали при задержании. Ты нам уже очень сильно надоел. Но мы, тем не менее, знаем, что ничего незаконного ты не совершал, и по факту все, что с тобой произошло, было так или иначе неожиданно. Да, разумеется, это было как полное похищение, потому что я даже в первые секунды подумал, что это какой-то пранк, потому что я забыл, что, в принципе, сегодня нормально увидеть от человека в спортивной одежде наставленный на тебя пистолет, я подумал, что это просто какой-то пранк. Но после 3 ударов в лицо я понял, что это не пранк, и позже я оказался в своей же луже крови на земле. Там минут 15 проводили обыск машины. Непонятно зачем, что там пытались найти. Это тоже странно очень. Ты попал в больницу, около недели провел ты в больнице. Расскажи, пожалуйста, что было дальше, как было принято решение выезжать из Беларуси и каким образом ты это сделал? Я понимал, что мне не дадут спокойной жизни, что так как мне поступали на телефонный номер угрозы о том, что со мной не договорили, и о том, что в отделении в Первомайском РОВД еще будет жестче, то есть меня просто пугали. Я понимал, что нужно срочно брать семью и уезжать, и мне в этом очень хорошо, спасибо вам большое, помог фонд BioSol. Они мне помогли уехать, бежал я прямо в ночнушке и с капельницы, то есть я просто вышел через задний двор, снял капельницу, остался катетер, и я сел и поехал. Вот, поэтому спасибо еще раз фонду BioSol за то, что помогли мне выехать, за волонтерскую помощь, за предоставление здесь жилья и за материальную помощь в первый месяц. Поэтому без вас, ребята, я бы точно не смог. Поэтому еще раз большое спасибо. И оказавшись в Литве, самое главное, что моя семья чувствует себя в безопасности. Я хотела спросить у тебя, были ли мысли у тебя обращаться в правоохранительные органы в Беларуси? Мы обратились с нашими адвокатами в правоохранительные органы Беларуси. Они даже для галочки начали какую-то проверку, но прошло почти 2 месяца, и никаких результатов нет, несмотря на то, что мне писали следователи Следственного комитета, что мы обязательно найдем тех, кто вас избил. Мне прям было смешно, честно. Вот поэтому понятное дело, что я получу отписку о том, что никто меня не бил, что я споткнулся, упал об лавочку. Вот. Поэтому возникла идея, и помогли юристы, в первую очередь, это штаб Светланы Тихановской, Дом прав человека и фонд BioSol мне помогли в том, что подать жалобу вместе с юристами литовскими по факту пыток о возбуждении уголовного дела. И Генеральная прокуратура Литвы это дело приняла. На данный момент сейчас этим занимается Главное управление Генеральной прокуратуры и криминальная полиция Литвы. То есть ты знаешь, на какой стадии сейчас находится твое дело? Да, я не могу полностью разглашать его, но я хожу на допросы, и вскоре будет результат данного заявления, так как мне очень повезло, что у меня на руках были все доказательства. То есть у меня было видео с задержания, которое сняли жильцы дома моего. Я полностью видел лица, которые избивали меня. У меня есть зафиксированы все ушибы, травмы, у меня есть медицинские справки, у меня есть видео моих побоев, у меня все зафиксировано, есть фото. Поэтому, придя и подавая заявку в Генеральную прокуратуру, у нас на руках было все. Что бы ты посоветовал тем, кто
оказался в похожей ситуации? Первое, судя по себе и судя по моей ситуации, здесь не нужно замыкаться в себе. И первое, куда бы я посоветовал бы как бы обратиться пострадавшим, это профессиональная психологическая помощь. То есть есть ресурс probono.by, где вы можете найти для себя бесплатного психолога, который вам окажет профессиональную психологическую помощь. Я до сих пор, то есть уже прошло 2 месяца, но я до сих пор работаю с психологом, и честно, это очень помогает восстановиться морально и восстановиться и мне, и моей семье, которые стали невольными свидетелями данного происшествия. Второе, прошу зафиксировать то, что с вами произошло в единой книге регистрации преступлений. Это сделать достаточно просто, так как это можно сделать и анонимно, и открыто. Генеральная прокуратура, даже когда давала какие-то материалы в СМИ, отвечала на вопросы журналистов, они не публиковали твое имя. То есть это еще один важный момент книги регистрации преступлений, что заявление это можно подать совершенно анонимно. Скажи, пожалуйста, почему ты свою историю решил обнародовать? Ну, потому что моя история была и есть достаточно громкая, и она точно медийная. Ну, как бы неосознанно так, ну, как бы так вышло. Но я хочу быть примером для тех, кто сегодня остерегается или боится как бы рассказать о том, что совершили против него, как бы противоправные действия. К сожалению, на таких темах тоже спекулируют, и появляется очень много разной информации, что кто-то занимается подобными делами. Хочется, чтобы ты еще раз рассказала, как это происходит сейчас, как это происходило в твоем случае, чтобы люди понимали, какие именно организации им действительно могут в этом помочь. Еще раз хочу подчеркнуть, что в подаче о возбуждении уголовного дела в Литве мне помогли 3 организации. Это фонд Светланы Тихановской, Дом прав человека и фонд Байсол. Исключительно эти организации мне помогли. Отвечаю лично за свой конкретный случай. И дабы не спекулировать над моей темой, что какие-то еще сторонние как бы, организации, которые публично, к сожалению, заявляют о своей причастности, помощи к моему переезду или к юридической помощи. Поэтому это важно знать. Макс, последний вопрос. Тебя очень здорово, по-моему, поддерживают люди в социальных сетях. Много тебе пишут хороших слов. В комментариях, по крайней мере, я лично наблюдаю. Скажи, пожалуйста, если у человека появляется схожая проблема, может ли он к тебе обратиться, чтобы ты его, может быть, направил и помог? Да, разумеется, как раз по этому поводу я готов активно всем отвечать, и уже случаев таких было немало, когда я направлял людей как бы туда, где им окажут профессиональную помощь. Поэтому я только за. Макс, спасибо тебе большое, что оторвался от работы на полчаса. Я надеюсь, Спасибо что эта вам. информация была для многих полезна. А я хочу еще раз сказать всем, что если с вами произошла похожая история, если вы были задержаны, вы были избиты, и вы пострадали от незаконных действий силовиков, вы можете направить свое заявление в книгу регистрации преступлений, и вы можете сделать свою историю как обычный рядовой, так и подать все свои данные абсолютно анонимно. А если вы были уволены по политическим причинам или были отчислены из университета за участие в мирных акциях протеста, обращайтесь в фонд Байсол. Мы вам обязательно поможем.